Добрый день, дорогие друзья! Я рада всех приветствовать из солнечной Испании. У нас чудесный декабрьский день. Сегодня я вам расскажу, почему я не хочу зимой жить в Египте, несмотря на то, что у меня там в течение 20 лет была квартира, но последние 10 лет я там не появлялась. Квартира была актуальна, когда у меня семья занималась дайвингом. Потом они изучили все окрестные кораллы, они плавали в дайвинг-сафари и сказали, что они знают все кораллы, все рифы там наизусть, и их больше не интересует. И в течение 9 лет я в Хургаде не появлялась. Наконец, в этом году я собралась с духом и поехала в Хургаду посмотреть, что там изменилось за прошедшие 9 лет, пока меня там не было. В общем, впечатление осталось положительное. Раньше там было невозможно пройти от этих торговцев. Они на каждом шагу там приставали то торговцы, то зазывалы в бары, и их было никак не обойти, не объехать. Хватали за руки: зайди, посмотри, купи, напиши, с какими-то просьбами выпить, налить, поесть. В общем, невероятно было. Теперь по новому закону они не могут приставать к людям так нагло. Нет, значит нет. Все, сказали нет и нет. И поэтому атмосфера совершенно изменилась. Можно спокойно идти, никто к тебе не пристает. И это первый положительный момент, который мне понравился. Второй момент. Хургада очень расстраивается. Где 20 лет назад у меня фотографии, я стою одна посреди пустыни, теперь там все застроено. Появилось множество новых кафе, ресторанов, супермаркетов, кондитерских, всяких питейных, идейных, огромное количество. И причем уровень гигиены тоже там повысился. Я ходила в один ресторан местной кухни, я ела там шакшуку, например, или фулли, это такая арабская еда с бобовыми. А шакшука – это яичница с помидорами, с какими-то, с паприкой, с разным, с луком. Ну, в общем, я туда ходила, там все. Парень надевает разовые перчаточки, все чисто и прекрасно. Ни разу у меня там не было проблем никаких с желудком, хотя я у них ела практически каждый день. Конечно, рыбный ассортимент замечательный. На рынке все, что вы хотите. Это только на Красную ночь. Когда у нас ямус, много кушают такие омары. У нас есть креветки. Мы короли только креветки в Красном море. Хургада, Египет. Ребят, Великолепные. у нас разные размеры и разные цены. Отлично. У нас такая красная рыба самая дорогая, которая номер 1 за Красное море. Очень вкусная рыба, специально. Великолепная, да. И там же, если вы захотите, вы можете купить какую-то рыбу, и там же у них рядом лавки, там вам все пожарят. Третий положительный момент. Там стали лучше относиться к животным. 10 лет назад там была проблема с несчастными бродячими этими собаками. Они сбивались там в стаи, бегали. Большая была проблема. Благотворители и
энтузиасты взялись за это дело и стали собак стерилизовать, прививать, лечить, вешать клипсу собаке на ухо, что собака совершенно безопасна. И таким образом популяция животных уменьшается. В общем, к собакам стали относиться более доброжелательно. Там возле ресторанов вполне вольготно лежат собаки в ожидании ужина. А одна собака там постоянно взбиралась на крыши припаркованных машин, и ее никто не гонял. Так посмеялись. И каждый вечер, я когда проходила мимо, я каждый раз приветствовала этих псов. Hello, guys. Hello. Nice guy. Также там есть люди, которые подкармливают бродячих животных. Hello, guys. Там стоят на улицах кое-где чаши с водой для животных. В общем, более гуманное отношение. Еще один положительный момент. В Хургаде провели водопровод, центральное водоснабжение. Но на самом деле отличие небольшое. Раньше привозили в цистернах, откуда закачивали в подземные баки или в баки на крышах, и там эта вода стояла и подавалась потом по квартирам. Эта система осталась такой же. Точно так же вода закачивается в баки. Только раньше ее развозили цистернами, а теперь подается централизованно, и все. Эти баки чистятся, если чистятся, может быть, раз в год. Поэтому, конечно, эта вода для питья совершенно непригодна, и для бытовых нужд тоже сомнительная ее пригодность. Из минусов, конечно, это срач. Везде грязище. Там есть улица Променад, причем очень хороший променад в туристическом районе, очень широкая улица. Там высажены сразу были такие большие пальмы и шикарный, просторный, широкий променад. Пожалуйста, вечером можете без арабского шума там прогуляться, пробежаться, прокатиться на велосипеде. Там все красиво. Но если вы шагнете 2 шага в сторону, там все не убрано, грязь, какие-то недостроенные эти дома, руины, помойки. Это все отвратительно. Машины пешеходов не пропускает, но, слава богу, там положили теперь достаточное количество лежачих полицейских, где водители вынуждены притормаживать. И, в принципе, довольно-таки без проблем можно пройти. Что еще? Огромное количество нищего населения. 32% египтян безработные. 3/4 египтян живут на сумму менее $5,5 в день. И поэтому я там неоднократно видела, на каких-то помойках сидят молодые женщины с грудными младенцами, вокруг них копошатся какие-то малые дети. То есть очень нищее население. И вид этих несчастных детей, конечно, это не то, что мне хотелось бы видеть в своей стадии дожития.
В октябре была погода непривычно жаркая. И каждый день 32, 34, море 28. И за этот месяц мы там накупались полностью на год вперед. Пляжи все платные. Вы нигде не можете пройтись просто так берегом моря прогуляться. Это основные причины, почему я не хочу зимовать в Хургаде. Я не хочу жить среди нищих людей. И я не хочу жить в таком сраче. Плюс такая неустойчивая политическая ситуация. Война в Израиле, точнее в секторе Газа, это тоже отражается на Египте. Мне не хочется в такие неспокойные времена быть вдали от дома. Причем мы же знаем, например, в Индии, когда начался вдруг ковид, и они решили, что это приезжие бледнолицые разносят ковид. И как они стали там палками гоняться за иностранцами, отказывать им вдруг в проживании, закрывать. Поэтому я не хочу вдруг увидеть очередную арабскую весну и что там будет происходить. К сожалению, мы не можем предсказать, как себя люди поведут в какой-либо ситуации. На эту тему Египта мы сделали с местной блогершей, с Викторией из Хургады. Мы с ней сделали 3 видео, где подробно я рассказываю на эту тему Египта и Хургады. Поэтому, если вам интересно, я оставлю ссылку на канал Виктории. Кому интересны подробности, вы можете посмотреть сами. В отличие от Египта, здесь, в Испании, я хожу среди красивых домов. Меня окружают довольные, благополучные люди. Дети все пристроены, никто на помойках не живет. Автомобилисты пропускают пешеходов. Море, пожалуйста, бесплатное. В любой момент вы можете пойти на пляж. Совершенно свободный доступ к морю. Не говоря уж о том, что здесь есть много чего посмотреть, очень богатая история, много куда съездить. И я очень часто выезжаю на всякие экскурсии. Плюс, конечно, помогает знание языка. Много здесь живет иностранцев, с которыми можно здесь и по-английски потрындеть за жизнь, и испанцы веселые. И домой в Финляндию тоже здесь рукой подать, прямые рейсы. Так что, надеюсь, я вам объяснила, почему мне нравится жить в чистой, благополучной, европейской стране, а не в Египте. Я, конечно, очень надеюсь, что Египет через следующие 10 лет изменится в лучшую сторону, и условия жизни там приблизятся к европейским. Но пока я для себя сделала выбор. Я буду жить в Испании. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам такого же прекрасного дня, как у нас в Испании. И до новых встреч. Завтра я еду в Гранаду. Ждите репортажа оттуда. Всем пока.